Привет! В этом видео мы приготовим 3 полезных белковых завтрака из творога в твоем аэрогриле. Нежнейшие сырники с темным шоколадом, сырники с морковью, луком и сыром, а также приготовим необычную запеканку на кокосовой муке с замороженной малиной. Первый рецепт – это очень вкусные нежные сырники с шоколадом. Начинка может быть любой, но мне захотелось использовать именно темный шоколад. Получаются необычные сырники, похожие чем-то на королевскую ватрушку. Для рецепта я использую кремообразный творог 400 грамм, 1 яйцо, мука, я использую рисовую муку 2 столовые ложки, подсластитель и темный шоколад. Для рецепта необходимо в емкости смешать кремообразный творог с 1 яйцом, добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, добавляем подсластитель, у меня эритрит со стевией, или можно использовать обычный сахар, 2 столовые ложки. У меня рисовая мука, 2 столовые ложки, можно заменить на любую другую муку, например, безглютеновую, овсяную или даже обычную. Все хорошо перемешиваем. Если у вас творог не кремообразный, эту массу пробейте блендером, чтобы она была гладкая. У меня творог кремообразный, поэтому я просто перемешиваю все ложкой. В данном рецепте использую обычный темный шоколад. Очень удобно, потому что его можно нарезать на маленькие кубики. И каждый кубик кладем в центр сырника. Можно использовать вместо него обычные шоколадные капли. Но кубик шоколада гораздо лучше, потому что он находится в центре, и когда он тает, получается очень вкусная серединка. Раскладываем массу по силиконовым формочкам. Из данного количества у меня получилось 10 сырников. У меня обычные силиконовые формочки для духовки. В центр каждого сырника кладем по кусочку шоколада и немного утапливаем ложкой, чтобы шоколад оказался внутри как сюрприз и не вытек наружу. Оставшимися крошками шоколада можно посыпать вверх. У меня в аэрогриле 2 тена, но когда я пеку что-то из творога, в основном вытаскиваю решетку и кладу выпечку по типу кексов или запеканки прямо на дно. Так получается загорелый низ. Выставляю режим выпечка 160 градусов и поставлю 18 минут. Этого полностью хватило, чтобы сырники пропеклись снаружи и внутри. Если в аэрогриле у вас 1 тен, попробуйте поставить температуру чуть выше 170 градусов и где-то 20-25 минут. Посмотрите, какие красавцы у нас получились. Это идеальный быстрый завтрак, также подойдет на полдник или на перекус с собой. Если не любите шоколад, замените его на обычную клюкву или изюм, будет также очень-очень вкусно. Показываю, что низ сырников загорелый. Готовятся они очень просто, гораздо проще, чем стандартные сырники на сковороде. Украшаем их по вашему желанию. У меня дома оказался инжир. Дольки инжира раскладываю вокруг. Покажу вам, что внутри, а внутри тающий, бесподобно вкусный шоколад. Такие сырники мне очень напомнили по вкусу почему-то королевский сырник. Посмотрите, они загорелые со всех сторон. Внутри очень мягкие и нежные, и в центре у нас тающий, бесподобно вкусный шоколад. Обязательно попробуйте приготовить. Второй рецепт для тех, кто не любит сладкое. Мы будем готовить соленые сырники с овощами. Из овощей я использую зеленый лук и морковь. Также 2 вида сыра. Обычный полутвердый и сыр фета. Для рецепта понадобится творог. Я буду использовать сухой зернистый творог. У меня 500 грамм. Готовлю большое количество сырников, часть можно заморозить, потому что такого количества хватит аж на 2 захода аэрогриля. Я умышленно беру такой сухой зернистый творог. Если же у вас жидкий творог, то понадобится добавить муку. Творог немного разминаем вилочкой, добавляем 5 яиц. Эти сырники или запеканка, называйте как хотите, получатся очень сытными, высокобелковыми, потому что мы используем как творог, так и яйца в довольно большом количестве и используем овощи в виде клетчатки.
Хорошо перемешиваем вилочкой творог с яйцами. Те, кто не любит в выпечке кусочки творога, можно массу немного пробить блендером. Вот такая масса у меня получается, она не сильно жидкая, похожая на тесто, как на оладьи. Если бы я использовала более влажный творог, то добавила бы 1-2 столовые ложки овсяной муки. Муку я не добавляла в моем случае. Натираем в тесто на мелкой терке 1 среднюю морковь. Сыр, у меня полутвердый сыр, на мелкой терке примерно 100-150 грамм. Сыра много не бывает, добавляйте столько, сколько хотите. Добавлю еще сыр фета 50 грамм. Разминаю в руках сыр. Добавляйте любые сыры, которые у вас есть, абсолютно разные виды, но может быть только голубой сыр с плесенью тут не подойдет. Чем больше разных сыров, тем более многогранный вкус у нас получится. Добавляю немного соли и свежемолотого перца. Этот рецепт универсальный, сюда вы можете добавить любые овощи и зелень, например, измельченный свежий шпинат, помидоры, болгарский перец, можно добавить кабачок, предварительно его отжав от лишней влаги. Но я добавила то, что у меня было в холодильнике, а это именно морковь и перья зеленого лука. Вот такое густое тесто получается, поэтому муку, как я уже сказала, я не добавляю. Получается очень полезный, высокобелковый рецепт. Кладем по формочкам, все те же силиконовые формочки я использую, в данном случае готовила почему-то на решетке. Но решетку, как я уже сказала, можно брать и готовить прямо внизу чаши аэрогриля. Ставим на режим выпечки 160 градусов 15 минут. Такого количества хватило на 2 захода аэрогриля, примерно на 18 кексов. Если в аэрогриле у вас один темп, попробуйте также выбрать температуру чуть выше, 170 градусов, и увеличить время, например, 25 минут. Они получаются очень вкусными и сытными. Всем приятного аппетита! Последний рецепт на сегодня. Также для сладкоежек будем готовить необычную, но очень вкусную творожную запеканку на кокосовой муке. Именно кокосовая мука позволит запеканке быть очень сытной. Запеканка будет ягодная, я использую ягоды малины замороженные. Для рецепта нам понадобится творог, молоко, яйца, замороженные ягоды, кокосовая мука, подсластитель или сахар. Для рецепта мне необходимо смешать 140 грамм творога с 3 средними яйцами. К ним я добавляю 60 мл молока, 2 столовые ложки кокосовой муки. Кокосовая мука вбирает очень много влаги, поэтому не добавляйте больше. Добавляю 2 столовые ложки подсластителя, у меня эритрит со стевией, щепотку соли и примерно 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Также добавлю корицу. Пробиваю массу на блендере. Кстати, вместо зернистого творога в данном рецепте можно использовать и кремообразный. Масса не должна получиться слишком густой. Такую запеканку буду готовить в 4 керамических формочках. Они обычно для жульена или для крема-брюле продаются и подходят для запекания в духовке. Смазываю каждую формочку маслом. У меня топленое масло кхи. И разливаю тесто по формочкам. Такого количества теста хватило ровно, чтобы заполнить не до конца 4 стандартные керамические формочки для жульена. Такую запеканку можно запечь в силиконовых обычных формочках для кексов. Тогда у вас получится много маленьких таких запеканок. В каждую форму кладу замороженную малину. Ее я предварительно не размораживаю. При помощи маленькой ложечки немного утопим малину внутрь. Если она останется снаружи, то будет гореть и обугливаться, потому что аэрогриль готовит горячим воздухом всю еду, и сверху может получиться такая неприятная корочка на малине. Запеканки довольно объемные, поэтому я уберу решетку и буду готовить опять же на дне чаши. Можете готовить в форме для кексов на решетке или без.
Ставлю режим выпечка, 160 градусов, 25 минут. Если готовите в маленьких силиконовых формочках, то времени может понадобиться меньше. Если у вас аэрогриль с одним теном, то советую не класть такую запеканку в керамические формочки, а готовить лучше в маленьких порционных формочках для кексов. И ставьте все так же температуру чуть выше, например, 170 градусов, и времени тоже где-то 20 минут может понадобиться. Перекладываю все формочки на доску, даю им немного остыть, поливаю медом при подаче и украшу сушеной малиной и миндальными лепестками. В описании под видео оставлю все рецепты, заходите туда и смотрите. Вот такая запеканка, похожая даже на пирог, у нас получилась. Смотрите, какая у нее влажная, абсолютно готовая структура получилась за счет правильного теста и замороженной малины. Всем приятного аппетита! Напишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился, что вы хотите попробовать приготовить в своем аэрогриле. Пишите, как прошли ваши праздники, а мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!